Мы все знаем о мрачном жнеце с косой, но что известно о его коте? Это история о коте по имени Сэм и его необычном даре. Для людей, которые сознательно подходят к завершению своего жизненного пути, будь то из-за преклонного возраста или тяжелого неизлечимого заболевания, существует особое место, называемое хосписами. Это учреждение, где такие пациенты могут достойно прожить последнее время, находясь под присмотром медсестер, если уже не в состоянии полностью заботиться о себе. Хотя эти места оказывают огромную помощь, жизнь в них может быть очень одинокой. Именно поэтому многие хосписы приглашают животных, чтобы те поддерживали пациентов и дарили им любовь в трудные минуты, с которыми они сталкиваются. Снова и снова животные доказывают, что способны дарить неизмеримое утешение и тепло тем, чья жизнь подходит к концу. Чаще всего на ум приходят собаки, от природы дружелюбные и преданные существа, чья главная цель — дарить свою любовь. Однако вас может поразить история кота по имени Сэм, который принес утешение сотням пациентов. Но это еще не все. Сэм обладал удивительным даром. Казалось, он мог предчувствовать, когда пациент вот-вот умрет, и оставался с ним в последние мгновения. История Сэма началась в 2005 году, когда он родился. Это был красивый черно-белый полосатый котенок, появившийся на свет в местном приюте вместе с другими малышами. К счастью для него, персонал одного хосписа искал нового пушистого сотрудника и решил взять маленького кота. Его определили в Центр сестринского ухода и реабилитации Стирхаус, расположенный на территории больницы Рот-Айленда в центре Провиденса. Он стал одним из 6 котов, живших в хосписе, и его новым домом стал 3-й этаж, где проживали люди с деменцией до конца своих дней. По словам доктора Дозы, работавшего в хосписе, Сэм поначалу был очень пугливым. Он не стремился выходить из укрытий, предпочитал держаться особняка, и его часто находили в кладовке или под кроватью. Такое поведение вполне нормально для кошек, особенно в новой, незнакомой обстановке, где пугают непривычные виды и звуки, и требуется время, чтобы освоиться. Однако то, что произошло дальше, было уже необычным. Казалось, Сэм обладал сверхъестественной способностью определять, когда пациент находится на пороге смерти. Как рассказывал доктор Доза, тесно наблюдавший за котом, Сэм проявлял себя только тогда, когда чья-то жизнь висела на волоске. Кот обходил этаж, осматривая и обнюхивая пациентов в палатах. Иногда он проходил мимо, а иногда запрыгивал на кровать больного, сворачивался рядом и оставался там, словно стремясь утешить его в последние минуты. Именно эти пациенты уходили из жизни спустя несколько часов. В этом коте было что-то по-настоящему особенное. Поначалу медсестры не придавали значения его поведению и странным совпадениям с теми, кого он навещал. Но, как отмечает доктор Доза, после нескольких таких случаев стало ясно, люди, у которых он останавливался, обычно уходили следующими. Произошла одна смерть, затем 2, а в итоге счет дошел до 20 или 30, и тогда все начали говорить: «Вау, это что-то уникальное». После ухода пациента Сэм тихо покидал кровать и выходил из палаты, будто зная, что его миссия завершена. Вскоре, после неоднократных повторений, врачи и медсестры стали обращать внимание на то, кого навещал кот. Они восприняли это как знак приближающегося конца и сообщали семьям, чтобы те могли попрощаться. Этот удивительный кот давал людям драгоценное время, которого иначе они могли бы лишиться. А тем пациентам, у которых не было родных, Сэм оставался на кровати до самого конца, даря им дружеское участие и утешение. В течение всего процесса ухода Сэм предпочитал оставаться в комнате. Казалось, он чувствовал, что его задача — сопровождать людей при переходе из этого мира.
Большинство семей не возражали против присутствия ласкового кота в такой момент. Однако иногда находились те, кто просил убрать животное из палаты. В таких случаях Сэм начинал ходить взад-вперед у двери и громко мяукать, выражая протест. К счастью, такое случалось редко. Многие семьи говорили мне, что присутствие Сэма было для них большим утешением, делился доктор Доза. Благодаря своим способностям кот стал широко известен. О нем вышла статья в медицинском журнале Новой Англии, а его история облетела мир. Он получил несколько прозвищ, включая «Ангел смерти», что вполне подходило этому удивительному полосатому коту. На вопрос о том, как Сэму удавалось так точно предсказывать исход, доктор Доза предположил: «Думаю, ваши догадки столь же хороши, как и мои». Вполне вероятно, он реагирует на определенный запах, возникающий при разрушении клеток. К сожалению, в 2013 году, когда Сэму было 8 лет, у него началась сильная аллергическая реакция, и его срочно доставили в ветеринарную клинику, поместив в реанимацию. Это было страшное время для тех, кто знал и любил кота. В какой-то момент его сердце остановилось на несколько секунд, но сообразительным ветеринарам удалось вернуть его к жизни. После непродолжительного лечения Сэма выписали и вернули в хоспис, где он сам на несколько месяцев стал пациентом. Вскоре он восстановился и снова приступил к своим обязанностям, навещая тех, кто больше всего нуждался в утешении. Сэм прожил остаток своих дней в хосписе на Рот-Айленде и скончался в возрасте 10 лет. За свою жизнь он предсказал смерть более 100 пациентов, даря им и их близким утешение и любовь в последние минуты. Благодаря его удивительному дару многие семьи получили возможность последний раз увидеться и попрощаться, но важны были не только его способности. Сам Сэм был невероятным существом, посвящавшим время и силы тому, чтобы утешить тех, кто иначе был бы напуган и одинок в последний миг. Этот очаровательный полосатый кот завоевал сердце множества людей, и когда пришло его время уйти, он был окружен теми, кто его искренне любил. Это лучшее свидетельство того, каким удивительным животным он был, и хотя некоторые, возможно, тревожились при виде этого кота с косой, я считаю, что его присутствие было прекрасным способом подготовить людей к неизбежному и успокоить их, дав понять, что все будет хорошо. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Поделитесь, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. До новых встреч!